Зевс оказался на улице, так же, как и многие другие собаки. Его просто выбросили, привезли на машине в незнакомый поселок и оставили на дороге. Оставили, потому что стал не нужен. Зевс — собака бойцовской породы, американский питбуль-терьер. Хозяин держал его для собачьих боев, но с возрастом пес стал проигрывать, перестал приносить прибыль и был выброшен, словно сломанная игрушка. Зевс всю свою жизнь сталкивался только с жестокостью. Сколько раз он бился на собачьей арене. Исход такого боя лишь один: либо ты убьешь, либо тебя. Толпа ликовала, когда собаки выходили в клетку. Людям хотелось больше адреналина, больше денег. Сколько раз Зевс выходил из боя победителем, но еле живой от многочисленных ран. А теперь он стал не нужен. У него не было желания броситься вслед за автомобилем, на котором уехал хозяин. Не было желания искать свой дом. Он шел, сам не зная куда. Навстречу попадались люди. Многие пугались его грозного вида, обходили стороной. Несколько раз собаки облаивали, но издалека. Ближе никто не решался подойти. Но он не обращал внимания. Вдруг он услышал странные звуки. Возле магазина стояла девочка лет 10 и плакала. Двое подростков отбирали у нее деньги. Мимо шли прохожие, но никому в голову не пришло заступиться. Все спешили по своим делам. Зевс, может, до конца не понял всего происходящего. Его не учили защищать слабых, только свою территорию, если залезет чужой. Он просто подошел к девочке. Парни побледнели. Она, оказывается, с псиной. Бежим. И хулиганы, бросив сумочку, поспешили ретироваться. Девочка сначала не поняла, что произошло, и почему ее обидчики вдруг сбежали. Потом она заметила пса, который стоял рядом, задумчиво глядя куда-то вдаль. «А ты спас меня!» Ребенок обнял мощную шею собаки и прижался к морде своей мокрой щекой. Зевс опешил. С ним никто так не обращался. Он совершенно растерялся и не знал, что делать. Впервые за свою жизнь он оказался поверженным. Пес засопел и попытался освободиться. Девочка разжала объятия и стала гладить его по голове. «Хороший песик», — приговаривала девочка, разглядывая многочисленные шрамы на морде собаки. «Тебя, видимо, били, да». Она не знала, какую опасность таят собаки подобной породы. Ни одному взрослому не пришло бы в голову вот так взять и подойти к чужой собаке. Девочка, закончив обнимать своего невольного спасителя, побежала в магазин. Вскоре она появилась, но не с шоколадкой, а с сосиской. «На, кушай, ты, наверное, голодный». Пес очень деликатно, одними губами взял сосиску с маленькой ладошки. Девочка ушла домой, помахав ему на прощание. И снова Зевс остался один. За один день в его жизни произошло два переломных момента. Он остался без дома и нашел друга. Впервые в жизни его обнимали и ласкали. Это нашло отголоски в его собачьем сердце. Ведь он не был злобным существом с рождения. Таким его сделали люди ради своей выгоды. Любое живое существо как емкость, чем вы его наполняете, то и получаете. Через несколько дней девочка снова появилась возле магазина и сразу заметила Зевса, который лежал в тени кустов. При виде маленького и хрупкого существа пес поднялся и едва заметно вильнул хвостом. Девочка принесла бутерброды с колбасой. Все это собака съела до последней крошечки. Девочка весело засмеялась и пошла в магазин за мороженым. Потом они вместе пошли гулять. Зевс гордо шел рядом, поглядывая на свою спутницу, а та без остановки болтала. Вскоре это перешло в некую традицию. Каждый раз, когда девочка приходила в магазин, они вместе шли гулять. Часто ходили на небольшой пруд, который располагался недалеко.
Здесь они нашли для себя игру. Девочка бросала палку в воду, а собака прыгала за ней. Было очень весело. Однажды девочка, как и прежде, пришла к Зевсу, но не одна. С ней был ее отец. Вот он спас меня, а еще мы играем. Он очень хороший и добрый. Ну, пожалуйста, папочка, давай возьмем его к себе. Мужчина с ужасом смотрел на мощную шею, широкую грудь и многочисленные шрамы. Хоть собака изрядно исхудала, в ней чувствовалась былая мощь, и слова «добрый» и «хороший» ну никак не подходили к этому псу. «Ну, не знаю, дочка, это довольно опасная порода. Я не хочу, чтобы он жил у нас», — сказал отец. Зевс спокойно сидел и наблюдал, словно понимая, что сейчас решается его судьба. Девочка долго уговаривала отца. Под конец и вовсе расплакалась. Мужчина сказал, что они с мамой еще подумают. Прошла практически неделя. Девочка больше не появлялась, и Зевс затосковал. Он прежде не знал этого чувства. С понурым видом пес ждал, когда же придет его друг. И вот однажды она пришла. Снова с отцом. Они надели на собаку новый ошейник. Девочка сама взяла поводок и повела Зевса за собой, а он и не сопротивлялся. Так у него появилась новая семья. Ему отвели место в коридоре, постелили мягкую подстилку. Он даже и не представлял, с каким трудом девочка уговорила родителей взять его домой. Они были категорически против собаки, особенно такой. Позже родители согласились купить маленькую собачку, но девочке не нужна была никакая другая собака, только этот угрюмый пес. И вот через неделю препирательств родители сдались. Зевс в полной мере оправдал доверие девочки. Он не доставлял никаких хлопот. И вскоре из коридора он перебрался в комнату девочки. Однажды вся семья, в том числе и Зевс, поехали на озеро. Девочка носилась со своим четвероногим другом по песку, бросала палки. Вдруг неподалеку от них остановился джип. Собака сразу насторожилась и прекратила играть. Вышедший из машины мужчина направился к ним. Отец девочки поприветствовал гостя, тот стал расспрашивать о рыбалке, водится ли здесь рыба, в каких местах лучше клюет. В это время подбежала девочка в сопровождении собаки. «А так это же моя собака!» — воскликнул мужчина. «Зевс, ко мне!» Но пес даже не шелохнулся. Отец семейства объяснил, что подобрал его на улице, худого и грязного. Это я его бросил в наказание, так сказать. А то работать не хочет, самодовольно ответил мужчина. После этого он потребовал отдать собаку обратно. «Это не ваша собака», — заступилась за друга девочка. «Он мой, и он мой друг. Я его ни за что не отдам». Вмешались и родители. Они видели, как девочка любит собаку, и как тот, в свою очередь, привязан к их ребенку. Но бывший хозяин Зевса был иного мнения. «Да вы знаете, кто я. Я вас в тюрьму посажу. Напишу заявление, что вы украли у меня собаку». С этими словами он схватил пса за ошейник. Но в ту же секунду, ловко вывернувшись, Зевс бросился на бывшего хозяина. Тот закричал и упал на землю. Родители поспешили оттащить собаку. Поднявшись, непрошенный гость начал всех оскорблять. Пес сделал еще одну попытку броситься, хотя его крепко держали за ошейник. Но и этого хватило. Бывший хозяин поспешил сесть в машину и быстро уехать. Девочка обнимала своего друга, а тот улыбался во всю свою огромную пасть. Даже отец девочки подошел и потрепал пса по голове, и мать, вытирая слезы, почесала его за ухом. Он был самым счастливым псом в мире. Верность собаки не купишь ни за какие сокровища мира. Она либо любит, либо нет. Не зря говорят, что собаки — это ангелы, спустившиеся с небес. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео,
то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.